Всем привет! Сегодня я к вам с новогодней идеей. Пора уже готовиться. И я решила немножечко повязать шариков на новогоднюю елочку из разных остатков пряжи и при помощи крючка. Эти шарики вяжутся очень быстро, минут за 10. Самое главное здесь уметь вязать некоторые столбики и еще уметь считать обязательно и контролировать, чтобы количество элементов было равно 12 обязательно, иначе потом у вас все не состыкуется. Иметь немножко пряжи, и желание, конечно же, вязать. Огромное преимущество у этих шариков то, что они являются не бьющимися, безопасными для маленьких детей, например. Не жалко, если кошка уронит елку или собака. Они, конечно же, не разобьются. Еще здесь очень хороший экономный наполнитель использован, который есть в каждом доме, я вас уверяю. Что это за наполнитель, вы узнаете, когда посмотрите это видео дальше. Вам понравится, я вам обещаю. Ну, конечно, может быть, кто-то не согласится со мной, но все-таки вату и синтепон я считаю здесь использовать неуместно, потому что она рано или поздно все равно вылезет. Какое еще преимущество у этих шариков? Их можно навязать очень много, они бесплатные будут, если особенно они будут связаны из остатков пряжи, и они яркие, привлекают внимание. А если их украсить еще и бусинами, то это будет вообще полнейший шик. И можно сделать много-много таких наборчиков, например, детский сад, или украсить какую-то елку на улице, тоже отлично, или сделать какую-то новогоднюю гирлянду из этих шариков. Размер может меняться в зависимости от выбора крючка и выбора пряжи. Ну, в общем, огромный простор для вашей фантазии. И если я вас заинтересовала, то смотрите это видео дальше. И приятного творчества! Начала я с кольца из 4 воздушных петель. Теперь сюда я свяжу 12 столбиков с одним накидом через одну воздушную петлю. Первый столбик я делаю из 2 воздушных петель и 1 петли подъема. Дальше еще сюда я сделаю 11 столбиков с накидом через одну воздушную петлю. 1. В общем, 3 уже готово, еще сделать 9. 12 столбиков через одну воздушную петлю я провязала. Соединяюсь во второй воздушной петле подъема. Сначала делаю, вернее, воздушную петлю, потом соединяюсь во второй воздушной петле и перехожу на вязание второго ряда уже другим цветом. Отрезаю ниточку. Эту ниточку я закрепляю. Прокладываю хвостик вот здесь между петельками и начинаю второй ряд уже другим цветом. Возьму красный. Так, чтобы следующий ряд начать, нужно сделать такую вот петельку. Так. Теперь переходим в арочку, где мы начинали вязание, самую первую, вот в эту. И сюда, в эту арочку, я свяжу сначала 2 воздушные петли, потом накид. И сюда же еще сделаю 2 недовязанных столбика с накидом. 1, 2. Соединю их вместе, то есть провяжу с одной вершинкой. Сделаю 2 воздушные петли. Накид. Сюда то же самое. 3 столбика с одним накидом, с одной вершиной. 1, 2, 3. Имеется в виду в следующую арку. 4 петли провязываем. 2 воздушные петли, накид, следующую арочку то же самое. 3 столбика с одной вершиной. 1, 2, 3. Все петельки провязываем. 2 воздушные, так вяжем весь ряд до конца. Соединяемся вот здесь вот в самом верху и меняем цвет.
Я уже провязала второй ряд и перешла на вязание третьего ряда другим цветом. Сделала 3 воздушные петли подъема, и сюда, в эту арочку, я еще свяжу 5 столбиков с одним, 4 столбика с одним накидом. 1, итого будет 5. 2, 3, 4. Получилось 5 столбиков вместе с 2 петлями подъема. В первую петельку я вкалываю крючком, эту петельку сюда протаскиваю, получается элемент попкорн. Дальше 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, в следующую арку вяжем этот же элемент. 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Первый столбик вкалываемся, протаскиваем петельку, делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем так весь этот ряд. Соединяемся вот здесь в самом верху, сзади столбика. Третий ряд я закончила. Обратите внимание, что нужно закончить попкорном и 4 воздушными петельками, чтобы между каждым попкорном была арочка. Перешла на другой ряд, на 4-й, уже другим цветом. Присоединилась, сделала воздушную петлю подъема. Теперь еще сюда 2 столбика без накида. Дальше воздушная петля. И сюда же 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше переходим в следующую арочку. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше в следующей арочке 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Воздушная петля. Сюда же 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Так вяжем весь ряд. Это последний ряд. Ниточку отрываем, закрепляем, вяжем второй аналогичный мотив, и во втором мотиве вот этот ряд начинаем только вязать и одновременно присоединяем к этому мотиву. Я дальше уже покажу как. В общем, вяжем второй мотив потом до вот этого ряда, до 4-го. Первый мотив готов, второй мотив тоже почти готов. Я перешла на вязание 4-го ряда, провязала 3 столбика без накида сюда, и теперь буду соединять 2 мотивчика. Кладу лицом вверх, изнанкой друг к другу. Вот сейчас у нас должна быть воздушная петля. Я вместо этой воздушной петли здесь нахожу вот эту воздушную петлю в довязанном мотиве, вкалываю туда крючком и здесь делаю соединительный столбик в недовязанном мотиве. Дальше я перехожу в недовязанный мотив и довязываю сюда в первую арку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Одновременно убираю хвостики. Дальше перехожу в следующую арку в недовязанном же мотиве, сделаю 3 столбика без накида. Где у нас должна быть воздушная петля, у нас соединение. Перехожу во второй мотив, довязанный во вторую арочку, ищу вершинку, то есть воздушную петлю вкалываюсь крючком и делаю соединительный столбик. Дальше возвращаюсь в эту же арку, делаю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снова перехожу в следующую арочку в недовязанном мотиве, делаю 3 столбика без накида сначала. 1, 2, 3. Вместо воздушной петли перехожу на соединение с довязанным мотивом, ищу там воздушную петлю, вкалываюсь под нее, делаю соединительную петельку и довязываю здесь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Получается у нас вот такое соединение, и вяжем так, ну где-то примерно вот до сюда, чтобы у нас осталось небольшое отверстие для того, чтобы наполнить шарик. И я почти выполнила все соединения, вот что получается. Еще один момент хотела уточнить. Очень важно здесь проверить, чтобы в каждом ряду было по 12 элементов. 12 столбиков, 12 вот этих вот пышных столбиков, 12 попкорнов. Иначе, когда будете соединять, у вас не совпадет. Вот, поэтому внимательно. Я тут вначале пропустила в самом первом мотиве, и пришлось мне перевязывать. Но я переснимать не стала, потому что суть от этого не меняется, но будьте внимательны, в общем. Так, набивать я буду вот таким вот комочком, который состоит у меня из полиэтиленовых пакетиков. В один пакетик я сложила другие пакетики, штук 5. Вот, и немножечко вот так скручу его, не сильно, чтобы не был очень плотный. Потом вот так выверну вот сюда. Еще раз немножко здесь подмотаю. Можно даже немножко вот так завязать здесь. Вот. Так, и набиваю наш шарик вот таким вот образом. Все, довязываем до конца. Теперь нужно довязать, досоединять одновременно, чтобы там уже был наполнитель. И делаю 3 столбика. 1, 2, 3. Ищу довязанный мотив. Соединяюсь, где воздушная петля. Довязываю в недовязанном мотиве 3 столбика. 1, 2, 3. В общем, довязываю до конца. Потом свяжем петельку.
Соединение я закончила в самом первом столбике без накида. И перехожу сюда вот соединительными столбиками в вершинку, чтобы связать петельку, самую вершинку вот этого вот нашего треугольничка такого. И свяжу просто петельку из произвольного количества. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Так, все, можно соединяться сюда. Отрезаем кончик ниточки, протягиваем, нитку прячем тщательно, чтобы у нас нигде не торчали кончики. Даже это можно сделать иголочкой, туда внутрь пропихнуть. Так. Ну все, кончик я потом отстригу. Получается вот такой у нас симпатичный шарик. Можно украсить его бусинками, можно еще что-то придумать. Вот. Ну, мне кажется, он и так красивый уже. Связать таких шариков можно очень много. Сделать целый набор и украсить елочки, а может быть сделать гирлянду. Ну все, всем пока, надеюсь, это видео было для вас полезным. Схему я не предлагаю, потому что YouTube за это, во-первых, банит, во-вторых, все-таки видео я снимаю не для того, чтобы показывать схему, чтобы вы посмотрели ее и закрыли это видео. Это так не работает, к сожалению. Очень это плохо сказывается на развитии канала, поэтому больше я так делать не буду. Схема очень простая. Если вам нужна только схема, то ее можно найти на просторах интернета в любом поисковике. Ну и все, всем пока-пока. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если оно было полезным, то поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. И всем пока-пока. До новых интересных видео.